заклинил зуб, у меня ватка во рту. Я в Туле. Прекрасное место, Искра. Ну что, и такое бывает у дизайнера российского. Хожу с ваткой во рту. Но Ирину, помните, у нее здесь ателье свое шикарное. Она мне сейчас написала, говорит: Иван, заедьте, если вы в Туле. Говорю, зайду сейчас. Тут всегда красиво, ресторанчики хорошие такие. Так, вот здесь к ней вход. На втором этаже она. Теперь красивое ателье, которое оформлено вот таким образом. А у нее же стенд вот такой новый появился с ножницами. Да, красота. Молодец, Ишка. Нота Бене ателье. Вход у нее вот такой. И там дальше все красиво. А вон она стоит. Привет, Ирин. Приветствую вас. Слушай, Неожиданная встреча. Нежданная, но нежданные Приятная. сюрпризы, они приятные. Ага. Я не знаю, можно ли обнимать на камеру или в следующий раз попозже. Ну, сейчас мы решим, что с этим делать. Хорошо, заходи. Корсетные линии. Это то, что мы сейчас предлагаем. Первая из моделей это было вот такое платье. Это удобный крой, то есть мы можем чувствовать себя в нем комфортно, удобно, но в то же время здесь есть акцент на корсет. И обратите внимание, На фигуру. это визуально корректирует фигуру. Соответственно, любая девушка может выглядеть в этом корсете и удобно, и комфортно. И это теплая вещь по сезону. Да, это теплая вещь. То есть здесь совмещается и стиль женственности, и комфорта в носке. И не потеряла Вы можете молодежности, как бы я да. так сказал. Вы можете посмотреть, с каким качеством выполнено изделие. То есть мы разработали. Также брендированная лента. Очень Кто красиво. захочет, ее может оставить. И потрогайте, какой велюр. То есть это Мягонький. очень комфортно в носке. На основании этого изделия далее мы разрабатывали свитшот. Соответственно, свитшот Заманушки имеет такие. Прям такие, да, игровые заманушки. И Вы цвет можете, какой. цвет изумруд. И, соответственно, тоже в нем и тепло, и линии кроя визуально корректируют фигуру. То есть здесь 26 деталей. Это позволяет экономно раскладывать ткань, но в том числе и необычно выглядеть. То есть с одной стороны человеку комфортно, а с другой стороны... Ага. То есть это в крой заложено Да. все. Это не оперативная ленточка настроченная настрочена. ленточка. Это очень, дешевит изделие. На самом деле это шов стыковочный, где изделия соединяются, и вы можете видеть, что одинаковое расстояние по швам. То есть это прям точно ювелирная работа. И мы делаем ее с любовью, как обычно. И верим, что наши заказчики, когда ее носят, она будет их радовать и радовать глаз окружающих. Для комфорта к этим изделиям, конечно, штанишки палаццо, для того, чтобы вы могли сочетать сразу это в комплекте и защитить себя в период холодов. Кроме свитшотов, у нас еще были на летний период футболки, которые удобно надеть под жакет и, соответственно, тоже приятная вещица. Да, стилистики. И отдельное внимание хотелось представить, это подгрудный корсет. Вот здесь в белом исполнении и фуксия. Он, к сожалению, сейчас не манекене, но в любом случае могу показать, что спереди он имеет такую же точность линий, а сзади шнуровку, которые этот корсет надевается на платье, на любимые ваши вещи, для того, чтобы все-таки подчеркнуть вещь. И вы видите, что он сохраняет мягкость. Косточки только верхней частью вшиты. В то же время он и подчеркивает фигуру, и удобно носить. Всего в этой коллекции 7 разных изделий. То есть платье, с которым мы начали, свитшот, корсет подгрудный, футболки. Также есть еще топ
на таких вот чудесных лентах. Но это летняя модель. В принципе, И юбка, либо да? модель для дома. Или брюки там? Да, брюки палаццо. Угу. Мы можем их Ну, видеть. цвет И, фисташки, да, соответственно, шикарный. Тоже Мгм. зона обработки швов. Пока мы отрабатывали, мы Мгм. много вариантов отшили. Это уже серийные. Ирина, я тут вижу, что у вас тут вот в журналах что ли? Да, знаете, у нас с февраля этого года мы уже представляли коллекцию публики. В мае мы начали подготовиться к участию в конкурсе. И, соответственно, вот здесь вы можете видеть, мы приняли участие в 10-м международном конкурсе дизайнеров. Было 65 дизайнеров из разных регионов, в том числе из-за рубежа. И было действительно удивительно и крайне приятно, что мы заняли призовое место. Можете обратить внимание, вот наш приз в рамках «Как лучшая коммерческая коллекция». Соответственно, корсетные линии понравились, их увидели, и на данном этапе мы планируем их представить в лучших магазинах дизайнерских и в определенной категории Marketplace. Это уже публикация по одному из магазинов, где мы сотрудничаем. Он расположен в городе Тула, магазин итальянской одежды. И у нас там отдельная зона, где представлены все модели, 12 цветов на выбор заказчика. И важно, что размеры не только 2, а это от XXS до 58. То есть любая девушка может подчеркнуть себя, и здесь мы толерантны по всем размерам. Соответственно, вот такие у нас новости, Иван. Супер, поздравляю. А у меня вот, выдернул зуб, и на таком фоне такой красоты моя речь, все равно ситуация такая, но мне очень приятно, что у вас за это время появились такие достижения большие. Мы тоже рады, и здорово, когда то, что придумывает дизайнер, а это работа Катерины Татаренко, это один из наших 4 дизайнеров, то, что люди видят это и оценивают, им откликается в душе, и они хотят для себя эти вещи. Они сшиты с теплом мастериц, но и позволяют все-таки отстроиться от окружающих, показать свою индивидуальность, подчеркнуть свои достоинства. И мы будем продолжать. Мне нравятся выбранные цвета. Я вижу лаванду у вас там есть тоже. Да, цвета достаточно сочные, яркие. Это как раз для того, чтобы разбавить серую массу, которая вокруг нас. Мы, кстати, готовим в следующем году коллекцию для мужчин. Потому что у нас они уточняли, как бы вы нас, говорит, не обходили стороной. Мы услышали их, и сейчас в разработке идут лекала по мужской серии. Соответственно, будем рады вам представить это в следующем году. Отлично. А сейчас немного чая, и Ирина, как всегда, приготовила пряник, который также они производят сами. Ручная работа, с теплом, со всеми натуральными продуктами. Так что в Туле и красиво, и вкусно. Теперь можно действительно провести время. Спасибо, Ирина. Приятно, что увиделись снова. Я думаю, зрителям тоже будет приятно. Да, всегда рада встрече. Можете передать им привет, королева. Ваши слова, как говорится, как бальзам на душу, Иван. Рада передать привет, действительно, зрители. Мы с вами встречались, наверное, полгода назад, когда только-только начинали представлять. По-моему, больше. Уже больше. Год, видите, наверное, уже прошел. Время. Соответственно, мы представляли тогда вышивку. Сейчас вам представили модели по нашей корсетной серии. Но я думаю, что у нас ближе к Новому году с Иваном еще будет один сюрприз по росписи изделий. Ждем. Да. Спасибо. Хорошего дня всем. Всего доброго. Да, всего доброго. А сейчас мы хотели бы вам представить работы, которые мы сделали. Это не частные заказы, это корпоративный заказ для парка развлечений. Это чудесный парк Мисти, где люди занимаются с детьми и предлагают им разные развлечения, пока взрослые могут заняться своими взрослыми делами. Соответственно, для того, чтобы сотрудникам было удобно и комфортно общаться,
мы разработали несколько вариантов корпоративной одежды. Это бомбер. Мы видим здесь брендирование с фирменными знаками. Это отпечаток ножки следа животного. Вход в карманы тоже отделан их логотипом. И молния для удобства носки. Дополнительно к бомберу у нас есть изделие, которое связано тоже с подвижностью. Это классическое худи с капюшоном и с карманом кенгуру для удобного хранения. Вход, видите, отделан кашкарсе. Цвета их фирменные, корпоративные. И, соответственно, хотела обратить ваше внимание, что мы персонально на ткани готовили печать, непосредственно сублимированную печать их бренда, их знаков отличия, чтобы любой гость, приходя к ним, уже видел, соответственно, кто работник, а кто гость. Дополнительно к этим комплектам у нас есть еще и штанишки, в которых удобно перемещаться. Классические удобные штанишки, где лампас выполнен так же, как и лампас на рукаве у бомбера. Все это сделано для того, чтобы персонал был сразу в доступе клиента, и любые вопросы, которые возникали у клиентов, мы могли решить. А это отдельно я хотела вам показать, как мы печатали на ткани разные модели. Вы можете потрогать. То есть это комфортно по ощущениям. И, соответственно, определенную стилистику мы делали для барменов, когда шили фартук, и карман выглядел с логотипом. Мы можем тоже сейчас вам показать. И для персонала, кто играет с детьми. Для чего этот был проект? Важно сейчас в это сложное время заказчику найти, а с кем ему вести диалог по одному или по другому вопросу. И понятно, что все мы ищем покупателей. И есть компании, кто является конкурентами, и как отстроиться от этих конкурентов не все знают. А мы знаем ответ. Важно повышать брендинг компании. Это начиная от логотипа, фирменного стиля. И, конечно, непосредственно помещение, где вы ведете диалог с клиентом. Для этого как раз и существует персональная форма сотрудника. Это может быть одежда для администратора, это может быть тренировочные костюмы для персонала, или может быть бомберы для кассиров, фартуки для официантов. Любая одежда, которая будет содержать фирменную символику по бренду и выполнена в фирменных цветах. Что это делает? Это сразу позволяет клиенту вызвать доверие, что эта компания серьезная, она давно на рынке, она заботится о своем статусе и своем представлении непосредственно в этом мире. И, конечно, можно поработать и с персоналом, чтобы они были клиентоориентированы и максимально комфортно общались с заказчиками, которые возвращались снова и снова в ваше заведение. Так что то, что касается корпоративной формы, это тоже над чем мы трудимся, и мы творим для вас, мы создаем для вас успех. Хотели бы вам представить как раз фартуки для официантов. Они выполнены из профессиональной испанской ткани, которая выдерживает более 1000 циклов стирки. Посмотрите, пожалуйста. Это то, что действительно может приходить к концу дня в определенный износ и стираться. И на фартуках есть вот такие карманы. Вы видите, мы в разных оттенках их печатали. Тоже с фирменной символикой. И соединяли в одно изделие. И здесь также мы можем представить фартук для официантов просто поясной. С разрезом для удобства носки и эргономики. И то, что касается кармана. То есть они такие контрастные, если вы посмотрите, это можно увидеть. Соответственно, всю одежду для персонала мы разрабатываем так, чтобы, первое, она была удобна для персонала. Второе, чтобы она вызывала определенные радостные эмоции у заказчика. И он всегда мог узнать именно ваши изделия или фотографии с вашими сотрудниками на
страницах нашего безграничного интернета. И лишний раз напомнить про ваши услуги, про то состояние, когда вы были, как говорится, в этом месте и получили эти радостные эмоции, поиграли с детьми, вкусили определенную еду, и, соответственно, будет возвращать этих заказчиков к вам снова. Эту одежду мы разрабатываем, начиная с эскиза по вашему техническому заданию, на основании брендбука и фирменных символик. И далее представляем вам к выбору несколько вариантов. Отшиваем тестовый образец, а потом, когда его согласовали, уже запускаем серийно. В любом случае, мы всегда добиваемся того результата, который хотите вы. То есть мы вместе работаем над созданием линейки. И могу сказать, мы гарантируем, что не повторим эту модель для другого места, для другой компании. То есть вы будете уверены, что эта интеллектуальная собственность, которую мы создали вместе с вами, она будет защищена, и это будет только ваш персональный стиль. И так вы сможете выделиться из зоны конкурентов. Всегда рада вам помочь.